Привет всем хорошим людям, добро пожаловать на канал Custom Truck. Вы что, еще смотрите без подписки? Точно, вот вы. Ну-ка быстренько подписались на наш канал. А всем, кто подписан, уже обязательно поставить лайк. Огромное всем спасибо за поддержку. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на наш канал, это нам помогает продвигаться. Сегодняшняя серия о помощи. Да, нам часто помогают зрители всякими вещами, делами, в том числе и иногда люди к нам обращаются за помощью. Поэтому в этой серии нам нужно помочь человеку. Человека зовут Никита, который уже 3 недели сидит в замерзшей речке. Вот, он заехал, в общем, такие интересные обстоятельства получились. Он хотел проехать к своей даче, заехал в узкий проезд, там застрял, и никто к нему доехать не может. А второй вариант заезда, это только с другой стороны. Снег двухслойный, вот с таким пирогом, с льдом посередине. И никакая техника туда не может ехать, по сути. Только может ехать Амкадор, чистить перед собой дорогу 1,5 километра. Вот, и это очень дорого, но как тут не помочь человеку? Поэтому наша задача запустить наш ЗИЛ-утопленник. Именно эта машина предназначена для спасения. Вот, поэтому будем ее использовать. И вы давно хотели и просили, чтобы я показал, как она ведет себя на снегу. Мне тоже это очень интересно, но снег будет максимально тяжелый, поэтому пока неизвестно, чем это все закончится. Но факт остается фактом, что эта машина предназначена для спасения, и она должна справиться с этой задачей. Ну а так это или не так, мы уже увидим в ближайшее время. Вам я желаю приятного просмотра, друзья. Присаживайтесь поудобнее, заваривайте чай, печенье, пельмени и что-то мне писали еще в последнем. Забыл. Ладно, в любом случае, всем приятного просмотра. Я переодеваюсь и затапливаю печечку. На улице -10. В прошлой серии с ЗИЛом мы занимались доработками всякой мелочевки на ЗИЛе. В том числе мы сделали чуть раньше зажигание. Сейчас, возможно, он будет лучше тянуть, а самое главное, мы почистили бак. И, в принципе, я думаю, что уже мы можем ехать достаточно смело, потому что вся топливная система у нас стоит чистенькая, фильтра новые, все, как говорится, тики-тики. Вот, но есть еще мелочевки, например, нам нужно дособирать там фильтр воздушный, нам нужно проверить, манипулятор работает он или нет, потому что это тоже неизвестно после ремонта клапана. Одним словом, у нас еще много доработок, которые нужно сделать. Но самое важное, это нужно поменять все 6 колес, так, чтобы шланги подкачки стояли напротив отверстий. Потому что мы почему-то это не учли и собрали по-быстрому, хотели временно накинуть колеса. В итоге спешили и забыли про это. Вот. Поэтому мне сейчас нужно поддомкратить каждое колесо, перевернуть. И только после этого мы сможем подсоединить нашу подкачку на ЗИЛе. Так что начинаем сразу с тяжелой работы, чтобы не замерзнуть. И, кстати, по поводу замерзания в нашем гараже, многие тысячи комментариев было о том, что нужно сделать отопление в гараже. На самом деле, эта зима у нас прям максимально жестокая. Да, очень долго она длится, но когда работаешь в гараже, достаточно тепло. И я уже не раз говорил на эту тему, что здесь отопление, оно не особо необходимо, потому что мы пилим болгаркой, мы варим сваркой, и постоянно нужно проветривать. Соответственно, ты натопил, потом ты хочешь проветрить, и ты не можешь этого сделать, потому что жалко теплый воздух. Поэтому пока что вопрос с отоплением мы откладываем, посмотрим. Может быть, к следующей зиме мы и сделаем отопление, но прежде, естественно, здесь нужно будет навести порядок. А это очень сложно. И самое сложное в этом во всем. В любом случае, начинаем греться. Ну вот, уже в гараже плюс 20, друзья. Но решил поделиться с вами. Вот последнее колесо мне осталось поменять. Достаточно быстро все прошло. Буквально, 40 минут, может, я потратил. Сейчас последнее колесико доустанавливаем, и нужно будет еще подсоединить шланги, потому что это тоже ответственное дело, воздух шипит сюда. Так что сейчас перекидываем последнее колесико и будем переходить к следующей задаче, которую нам нужно сделать перед запуском и перед выездом. Все, колеса все переставлены, шланги все одеты. И сейчас я сливаю топливо с Volvo, чтобы нам завтра съездить на ЗИЛке на спасательную операцию. Volvo у нас
подзаправлено, потому что последний раз, когда ездили, привозили наш погрузчик, то я заправил ее. Использую Юриса насос. Вот, Юрису огромное спасибо. Благодаря насосу 20 литров сливается примерно за, ну, может, 20 секунд. Наверное, может, 15. Не знаю, сейчас проверим. Засекайте. 2, 3, 24, 25. Все, 25 секунд примерно. Нормально так насос наваливает. Вот такой поток моментом набирается. Я залил топливо в бак, закрепил аккумулятор раз, 12-вольтовый, закрепил здесь 24-вольтовые аккумуляторы, они сейчас стоят на зарядке. И также подзакрепил здесь проводку. Потом со временем мы, когда установим сюда заводскую надстройку, мы все это сделаем как по заводу. Ну и сейчас буду приступать к запуску и сборке, наверное. Может быть, сначала запущу мотор, попшикаю, потому что пшикать придется по-любому. Вот, а потом будем уже соберем здесь фильтр, все это на место. Нам важно определить, работает у нас печка или нет. Запустился, работает, но дыма не так и много, хочу вам сказать. В прошлый раз было гораздо больше. Возможно, повлиял угол впрыска. Ну, все, сейчас накачается воздух. Будем пробовать чуть-чуть выезжать, чтобы он уже не коптил здесь у нас в гараже. Все равно весеннее солнышко высокое входит в свои права. И рано или поздно наступит весна, и будет тепло работать. Одному выезжать крайне неудобно, блин. Здесь в миллиметре, здесь в миллиметре. А самое главное, вот здесь в миллиметре, блин. Я даже не знаю, выедем мы или нет. Но я эту часть очень неплохо вижу. Но будем надеяться, сейчас вырулимся. Наверное, чуть прямо надо пока что. Хотя, может, и выедем. Пробуем. Манипулятор наш заработал, все отлично. Пришлось просто снять и вставить клапан обратно, и все отлично. Весеннее настроение, друзья. Если вы, кстати, сейчас в поиске нового автомобиля, то самое время воспользоваться выгодными предложениями от автодилеров.
А с бесплатным сервисом Автоспот найти максимально выгодный вариант проще простого. Не нужно тратить время на звонки и посещение автосалонов, достаточно открыть мобильное приложение Автоспот или сайт Автоспот и выбрать автомобиль из огромного каталога, в котором собраны практически все марки автомобилей. Я уверен, что вы обязательно найдете что-то на свой вкус и при этом все предложения от официальных дилеров. А самое главное, что вы можете посмотреть, какая скидка вас ждет при покупке в кредит, трейд-ин или за наличные. Не забывайте сравнивать цены в разных городах, ведь скидка в соседнем городе может быть значительно больше. А чтобы скидки всегда были под рукой, скачивайте бесплатное мобильное приложение Автоспот, в котором вы точно так же можете выбирать себе новый автомобиль, сравнивать цены и скидки, записываться на техническое обслуживание вашего автомобиля, кстати, тоже со скидкой. Максимально удобно, в 2 клика и всегда под рукой. Мобильное приложение обязательно рекомендую скачать, но ссылку на Автоспот я оставил в описании, проходите и пользуйтесь. Ну а я сейчас буду наводить порядок внутри в кабине, хочу чуть-чуть здесь проехать по территории, чтобы завтра с утра запуститься и без проблем поехать на эвакуацию. А еще нам нужно установить госномер и сделать передние поворотики. Разбираюсь с нашим переключателем поворотов. Вот старый я демонтировал, он у нас сломан, и буду ставить новый. Фишки такие же, выглядит так же. Вот он, думаю, будет работать. Пришлось здесь повозиться. Здесь столько проводки, это трындец. Вот она, простая машина ЗИЛ. Это очень непростая машина, очень непростая. Но сейчас попробуем устанавливать. Здесь пришлось вот через сюда высовывать это все. Ой, такое себе задание. Но сейчас закинем обратно. Надеюсь, будет работать. Маленький тест-драйв. Вы знаете, этот снег ЗИЛ вообще не ощущает, так что я думаю, завтра у него не должно возникнуть проблем с настоящим глубоким снегом. Ну, мотор плохо тянет, блин, что-то не то, я не знаю. Может быть, потому что еще масло не разогрелось. Ну вот, не хватает ему тяги как-то, хочется, чтобы он лучше шел. После тест-драйва я понял, что завтра мы справимся с задачей. Сложил все необходимое, закинем коврик, потом закинем наверх такелаж, веревки, блок на всякий случай взяли, но это как бы если там менять направление, потому что он такой громадный, что страшно им пользоваться. Вот, ключики, ящик, ну, минимально такой, лопату, ломик и топорик еще можно положить, да, топорик еще положить. И завтра загрузимся с утра и поедем.
Все, друзья, мы практически готовы. Накачался воздух. Осталось нам только почистить лобовое стекло. И мы будем выезжать. Познакомьтесь с Никитой. Это герой нашего сегодня ролика. Никита, как так получилось, что ты туда заехал? Поехал на дачу и альтернативный путь решил выбрать. Все понятно. И обычно короткий путь заканчивается чем? Длинным трактором. Длинным или большим трактором. Но, в принципе, нам здесь ехать недалеко, порядка 5 километров, наверное, может 10. Не, 5. Ну, где-то недалеко, да. Поэтому пожелайте нам удачи. Самое главное, нам нужно будет добраться до Паджерика. Вытянуть мы его уже вытянем, а вот добраться могут возникнуть нюансы. Все, выезжаем. Наше первое препятствие, как выяснилось, это железнодорожный переезд. Стоим, а поезд он катается взад-вперед. Дима к нам присоединился тоже. Такое мероприятие он не смог упустить. Но Зилок пока что вроде все нормально. У нас первый выезд такой своеобразный. Вот, погодка не очень, но тем не менее красота и запах весны, что самое главное, запах весны. Скорее бы уже. Вот такие у нас пейзажи. Дачные здесь участочки такие. Красота. Природа наипрекраснейшая. И у нас первая проблема. Стоит газон у нас на пути. Ё-моё. Вторая уже. Ну да. Я надеюсь, он сейчас едет в сторонку. Газончик любезно согласился нас пропустить. Поехал вперед. Там есть дальше разворотик. Так что все хорошо. Движемся дальше. Здесь такие улочки. Обрезают деревья. Ну и уже скоро, совсем скоро у нас будет снежок. У нас здесь очень узкая дорога и достаточно глубокий снег. Его очень узко. Ай-яй-яй, иди туда. Бляха, это плохая идея. Мы так резко не повернем. Либо забор порушим. Каким-то чудом мы вывернулись, пацаны. Все, повернули, едем. Забор соседа целый. Это самое важное в этой схеме было. А ему тут вообще все равно, он едет и едет.
Ну да, да, да. Я думал, он что-то там даже пробуксовывает чуть-чуть будет. Ну это пока что. Блин, это трындец. Никита, как ты сюда вообще заехал? Но схема какая была? Давайте вам расскажу. Надо отдать должное, что я сюда заехал, да? Да, Паджеро сила. Ну вот так наш эвакуируемый здесь прикурил. Но вся фишка в чем? Что Никита заехал вот оттуда, по этой узкой, вот такой вот бетонной канаве. Вот он заехал. Хотел развернуться, понял, что дальше не поедет. И не смог. Вот как он здесь проехал? Дима, ты видишь? Это просто ужас. Говорит, не, спокойно проехал. Как, ладно. Зачем он сюда поехал? Не, он ехал, потому что ему там было заметено, дачи были заметены, а здесь у него был как бы типа короткий путь. Вот, поэтому это была задумка. Короткий, проехал. короткий длиною в 3 недели. Короткий, но долгий. Да. Нет, 3-я неделя, 2 точно. Ну что, пробуй запустить его. Нет, все, надо бустер. Ну так дуй Смотри, тогда. отсюда какой красивый вид. Очень красивый, да, Так снизу. вопросов нет. Не так снизу, не так сверху. Что у тебя по крючкам здесь? Есть серьезные крючки? Ну, вон там, Ты уверен? справа. Я думаю, что надо... Ну, это бустер показывает. Давай, заводи. И я сейчас еще ближе, я думаю, подъеду. Так давай тогда И лебедку. мы... Либо подъезжай. Не, мы подъедем, трос просто зацепим, да и все. Резина же у него более-менее уже. Нет, я сорвал резиночки, я хочу сказать. А, ты посрезал ее, да? Досками я ее просто нафиг угандонил. Да, резина немножко тут подпиленная, прям видно, как она подпиленная. Так резина нормальная. У тебя на газу поджерик? Да. Ну, ясно. Ну, интересная тачка. Видишь, она способствует приключениям, это факт. Без удержания. Да. Так, ну давай бустер берем. Я сейчас подъеду чуть поближе и зацепимся. Надо, чтобы ты мне показал крючок. Пока она прогреется как раз. Паджерика запустили. Бустером. Стоит, работает. Ох, мощь V6. Бустер сила. Да.
буксуешь? Смотри, да, Дима, сними. Вот так выглядит трехдневная работа. Там, видишь, речка еще плывет. Да. Все-таки, видишь, сделано на пусть. Ну, чуть-чуть, да. Вот здесь. Прям камень. Да. Ну что ж, друзья, эвакуация успешная. ЗИЛ абсолютно не почувствовал. Просто ехал и все. Снял туннель тот? Да, да, тоннель там вообще страшно. Как ты туда отважился ехать, не знаю. Сейчас немножко здесь уберем эти палочки в сторонку, чтобы они лежали. И будем выдвигаться. У нас еще впереди достаточно тяжелый путь по дачам. Паджеро вряд ли поедет по следам ЗИЛа, потому что там думаю, снег. Но сейчас попробуем. Но в любом случае ты в гору там точно не поднимешься. А, в гору нет. Да, поэтому сейчас цепляемся и выезжаем. Никита, что думаешь про ЗИЛ? Мощь. Лучше, чем Сила. Паджеро? Ну, конечно же. Нет. Все-таки Паджеро лучше. Ну, естественно, комфорт. Когда тем более тебя ЗИЛ тащит. Мы наконец-то выбрались из снежного плена. Пришлось один раз нам сдавать назад, а так в основном все повороты мы проехали без проблем. Почему? Потому что уже натоптанная колея, и ЗИЛ по ней еще лучше выворачивается. Все, цепляемся? Да? Откручиваю его и вынимаю.
Такелаж нам практически не понадобился, но, как и говорит Серега, Марс всегда лучше взять побольше с собой. А еще умнейшая фраза от Сергея — это большое количество техники всегда может компенсировать отсутствие опыта. Это наш прям случай. Пишет вертикально-горизонтально. Ты ворочил? Ну, кстати, да. Подожди, стой. У него же этот сенсор стоит. Все, Никита, Спасибо за спецоперацию. без проблем. Ты знаешь, что мы всегда на связи. Не всегда готовы, но чуть-чуть подготовившись, мы можем делать вещи. Не подвел. Ну да, я немного переживал, как зелок наш покажет себя, но поначалу он вообще туго ехал, мы не могли ехать, но потом вот раскатились, видимо, мосты, масла, это все из-за больших морозов. Оно закисало, очень смазка. Да. Плюс краска. Ну да. Все, Никитос, Всё. еще раз Спасибо. пока. Ну а вам, друзья, огромное спасибо за просмотр. Ставьте Пишите, пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Ну и не забывайте, естественно, подписываться. Вам я желаю только хороших людей на жизненном пути, всех благ и всего самого-самого наилучшего. Всем пока. Но для тех, кто любит досматривать серию до конца, покажу вам, что мы увидели, когда открыли редуктор. Вот такое увидели мы. И это как бы, это же алюминий, да, Леша? Леша, да, кстати, поприветствую зрителей. Всем привет. Да, Леша наконец-то приехал к нам в помощь. Так это алюминий опилки или это опилки непонятные? В общем, суть в чем? Редуктор сухой. Но либо я ошибся, но я обязательно пересмотрю серию, когда мы ремонтировали. Я уверен, что мы все редукторы наполняли. Но если он даже плывет, он не может вытечь полностью, а он вообще сухой, причем чуть-чуть из него вылилось даже воды. Вот, поэтому непонятная вообще ситуация, но без смазки там вот рассыпался подшипник. Он виден, что ролики все в кучу. Вот, и сейчас будем смотреть, дальше откроем, и будет понятно нам, что произошло и почему произошло. Но причина понятна, отсутствие масла. А почему оно отсутствует, это вообще непонятно. Все редукторы были проверены, во всех редукторах была смазка залита, я не понимаю. Ну, не мог я ошибиться так. А там кто его знает. Ладно, сейчас раскидываем дальше наш редуктор. И будем смотреть. Очень интересно, что за фигня. И как с этим бороться. Ну, здесь все нормально, кстати, о птичках. Здесь все нормально. Шестеренка целая. Надеюсь, искренне на это. Ну, сейчас будем смотреть. Будем скрывать, да? Да, так естественно, нам нужно добраться до подшипника. Будем надеяться, что это просто часть подшипника. И вот такой скрежет это создавал подшипник. Давай. Так. Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия. Сухой редуктор вообще нахрен. Я не понимаю, блин. Где с него масло? Он не только сухой, он и чистый. Ну, шестерни целые. У нас, видимо, растерло там подшипник. Так что сейчас скидываем звездочку эту. Самое главное, что вот целое. А это уже подшипник найдем. Раскидали мы всю эту конструкцию, друзья. В общем, полностью рассыпанный подшипник. Вот в таком виде он нам достался. Это наружный. Внутренний более-менее живой. Вот, мы его сняли. Но чем нам повезло, в чем, что такие подшипники есть в наличии, и проблемы вообще с ними нет. Вот, Юра сейчас будет ехать на обед и заберет нам подшипнички. И я думаю, что мы сразу сегодня же его и соберем обратно, этот редуктор. Сейчас наша задача все вымыть, потому что явно здесь не было смазки, Леш. Ну, 100%. Здесь нету следов смазки. Мы просто забыли сюда залить смазку. Это безумие, которое непростительно. Я очень переживаю по этому поводу. И самое главное, что теперь нам нужно во всех редукторах проверять масло. Наверное. Да, потому что либо, ну, оно не вытекло. Здесь все новые прокладочки, все новое. Ну, ладно. Сейчас подготовимся к установке новых подшипников. Все отмоем, соберем. И я думаю, будет нормально. Вот, так что, можно сказать, отделались легким испугом. Все, новенькие подшипники закидываем. Потихоньку, Леш, забивай.
Внутренние эти обоймы, вот одну уже забили, сейчас вторую забьем и будем собирать. Я думаю, все должно получиться. Я рад, что хотя бы, ну, целые редукторы шестерни остались. Это нам еще повезло, что заклинили эти подшипники. А если бы вот заклинили и шестерни и стали вот такого цвета, как наш подшипник, вот тогда было бы уже печаль. Вот, серо-буро-малиновый этот цвет, кстати. Все, собираем обратно редуктор. Все собрали, все хорошо. Подшипники стали без проблем. Ну и, наверное, все-таки это моя ошибка. Ну, 90%. Потому что не было там следов смазки. Правильно, Леш? Ну да. Вот, и не забыть сапун нужно зажать. А так, все будет работать. Сейчас зальем маслица, поставим колесико, и ЗИЛ снова будет на ходу. А завтра его обязательно помоем от соли.